В моем проекте «Ремонт новостройки от А до Я» начал делать сантехнику. В этом ролике я расскажу, какие ошибки можно допустить на начальном этапе, покажу вводной узел, который мы собрали, и расскажу, что для чего нужно. Ролик будет полезный, как минимум вы сможете сэкономить во время своего ремонта. Друзья, всех приветствую на своем канале, с вами Павел Сидорик, и это канал о ремонте и отделке. Поехали! У меня в квартире два вводных узла. Стояки горячего и холодного водоснабжения находятся в туалете и на кухне. Все оборудование, которое было от застройщика, это вводной кран запорный, грязевой фильтр и счетчик воды. Все, что стоит по-хорошему, нужно менять на что-то более надежное и, соответственно, поставить необходимое дополнительное оборудование. Что обязательно нужно учесть при планировании ремонта в санузле? Особенно если вы сносите перегородки. Это минимальная комфортная ширина туалета, чтобы можно было разместить все оборудование, поставить рукомойник, гигиенический душ и в то же время туалетом было удобно пользоваться. Это 100 сантиметров. Это обязательно нужно учесть при возведении перегородок. Именно из такой ширины туалета я ориентировался. Я сделал туалет минимально широким, 100 сантиметров изначально он был где-то 1,30 м, а все остальное у меня получилась ванная комната. Ширина туалета может быть и меньше, и даже влезет рукомойник, но пользоваться им будет не так удобно. Перед тем, как приступить к замене вводных узлов в квартиру, напоминаю про ошибки, о которых говорил в предыдущих роликах. Это шумоизоляция канализационного стояка и предварительная шпатлевка и покраска стены, где будет размещаться оборудование. Про шумоизоляцию реально многие забывают. Делают ремонт, зашивают стену гипсокартоном, укладывают плитку, а вспоминают только тогда, когда заселяются в квартиру. И сделать уже ничего нельзя, потому что доступа нет. У себя в квартире я делал шумоизоляцию канализационного стояка при помощи автомобильной шумоизоляции. Плюс дополнительно обернул еще вспененным полиэтиленом. Трубу реально вообще не слышно. А теперь посмотрите на тыльную стену в туалете, где я разместил все оборудование. Вот представьте, что я все это бы смонтировал на бетон. Потом было бы очень сложно все это вышпатлевывать и выкрашивать между трубами, бойлером и инсталляцией. А так получается, что мне нужно только чуть-чуть подкрасить стену, которая была испачкана в процессе монтажных работ. На этом объекте первый раз в своей ремонтно-отделочной практике я сделал проект на сантехническое оборудование. Не путайте его с дизайнерским проектом, который показывает, где будут выходы на воду, канализация и стоять инсталляция. Это именно проект на оборудование, которое будет стоять в квартире. Во-первых, что будет стоять, а во-вторых, последовательность монтажа. Мне сделали проект на вводной узел в санузле, вводной узел на кухне и обвязку бойлера. Что дает этот проект? Во-первых, это защищает вас от ошибки сантехника. От случайной ошибки сантехника или от неграмотности сантехника, если у вас сантехник просто по объявлению. Но в любом случае вы защищены от ошибки. Проект делает инженер. Это все оговаривается с вами и с сантехником, который будет монтировать оборудование. Оговариваются все нюансы и тонкости и, соответственно, исключаются любые ошибки. Что будет установлено в квартире? Перед вами все элементы вводного узла, которые будут устанавливаться на стояки горячего и холодного водоснабжения. Все элементы, которые находятся здесь, нужные, и каждый выполняет свою функцию. Практически все элементы вводного узла от компании FAR, за исключением вводных кранов, плюс система защиты от протечки Нептун. Вот очередность установки элементов согласно моего проекта. Вводной кран, система защиты от протечки, грязевой фильтр. Здесь после грязевого фильтра должен быть счетчик воды. Самопромывной фильтр с манометром, редуктор давления с манометром, обратный клапан, коллектор и гаситель гидроударов. А теперь обо всем по порядку. Первый элемент. Вводной кран в квартиру. 1/2 дюйма. Резьба наружная и внутренняя. Нужен для того, чтобы отключать домашнюю водопроводную сеть от центральной. По порядку очередности вводной кран ставится самый первый в квартиру. Вообще у меня все оборудование FAR. И краны я хотел фаровские, но просто они есть у производителя, но их не было в наличии, поэтому я взял Авентроп, но они тоже нормальные. В процессе эксплуатации очень многие допускают ошибку. Они неправильно используют вводной кран. У вводного крана есть два положения: закрыто, когда вентиль поперек трубы, и открыто, когда вентиль параллельно трубе. Некоторые начинают при помощи вводного крана регулировать напор, то есть они открывают вот так вот чуть-чуть или вот так вот, ну, чтобы не вся вода проходила, а
какое-то количество. Так делать нельзя. Почему? Потому что вводной кран, шарик внутри обрастает налетом, и его вообще может заклинить, и вы не сможете перекрыть воду в случае чего у себя в квартире. Поэтому у него есть положение закрыто поперек и открыто. Все, других вот таких вот половинчатых положений нету. Вообще еще полезно раз в месяц вот открывать и закрывать его, чтобы снимать налет, который может образоваться на самом шарике. Если брать Нептун, это тоже запорный кран, он это делает автоматически. То есть раз в месяц он открывает и закрывает кран, чтобы снять налет непосредственно с запорного шарика. Ну, надеюсь, все понятно. Дальше идет защита от протечки воды Нептун. Она состоит из запорных электрических кранов, один из которых я сейчас держу в руке. А также блока управления системы с Wi-Fi модулем и встроенным резервным питанием на случай отключения электроэнергии. К блоку подсоединяются проводные и беспроводные датчики. И непосредственно сами датчики. Часть датчиков у меня будет с проводом и часть беспроводные. Электрический блок Нептун может поворачиваться, то есть его можно открутить и повернуть в любую сторону, потому что он может быть установлен и горизонтально, и вертикально, ну вообще, то есть в любых положениях. Поэтому там можно открутить болтики и его переставить. По сути дела, это точно такой же вводной кран, только электрический кран. Здесь стоит итальянский Bugatti. При помощи провода подсоединяется к блоку управления. Ну и, соответственно, если из блока управления идет сигнал, то кран закрывается, перекрывает автоматически всю воду. На данный момент, по отзывам сантехников, защита от протечки Нептун самая лучшая. Какую распространенную ошибку допускает система защиты от протечки? Ставят краны на стояки, но не ставят краны на полотенцесушитель. Вот эти вот две трубы — это полотенцесушитель. У меня здесь стоит система защиты от протечки. Почему? Потому что полотенцесушитель — это мина замедленного действия. Обязательно, если вы уже ставите систему защиты от протечки, то ставьте и на полотенцесушитель, если он у вас водяной. Еще один момент. Смотрите, вот от этих кранов идет провод, кабель. Я допустил ошибку, что я сюда не привел провод в стяжке, потому что блок управления у меня будет стоять вот здесь. То есть если у вас стоит здесь блок управления, то, соответственно, от него надо закладывать кабель вот еще дополнительно сюда. Ну, это небольшая беда, кабель я проложу, но можно было бы сделать с гораздо меньшими трудовыми потерями. Также допускает ошибку во время монтажа сантехники, когда вот в эту вот перемычку впаивают байпас, потому что делают полотенцесушитель таким образом, что в него не идет вода. То есть вода идет по пути наименьшего сопротивления и проскакивает через перемычку. И вот в эту перемычку впаивают байпас. Так делать нельзя. Грязевой фильтр по очередности устанавливается после запорных кранов. Это фильтр фар. Сетка 300 микрон, выдерживает давление 25 бар. Устанавливается вот по стрелочке этой штукой вниз. Должен быть доступ, чтобы можно было ее открутить и почистить сетку. Здесь вы еще видите вспомогательные элементы. Это удлинители. Они ставятся по мере необходимости. То есть если вам нужно раздвинуть оборудование для монтажа, ну то есть для того, чтобы просто смонтировать необходимое оборудование. После грязевого фильтра идет счетчик воды. Счетчик остался старый, белорусский. То есть, ну, в принципе, все они одинаковые, тут нет ничего особенного. Следующий самопромывной фильтр фар. Он поворотный, может устанавливаться вертикально и горизонтально. Очищает воду через сетку 100 микрон. Выдерживает давление 25 бар. Лучший в своем классе. На фильтр устанавливается манометр. Фаровский промывочный фильтр может устанавливаться перед редуктором. Это важно. Почему? Потому что этот фильтр выдерживает давление 25 атмосфер. Если бы он не выдерживал такое давление, то его бы пришлось ставить после редуктора, а соответственно редуктор тогда не был бы защищен от мусора, который может быть в воде. В этом фильтре сетка стоит 100 микрон, выдерживает давление 25 бар. Он поворотный, то есть, соответственно, его можно поворачивать, устанавливать вертикально, горизонтально. Этот манометр
этот и этот, они показывают давление, которое есть в системе дома. Подсоединен к канализации, ну и, соответственно, периодически его надо промывать. Дальше устанавливается редуктор давления с манометром. Очень важный элемент. Снижает давление в системе до нужного. В системе водоснабжения дома могут производиться испытания с повышением давления, в том числе и ночью. И мы об этом можем узнать только когда у нас что-то прорвет. В комплекте идет пластиковый ключ. После промывочного фильтра идет редуктор давления. Для чего нужен редуктор давления? Для защиты вашей домашней системы от избыточного давления, которое может быть в общедомовой системе. Вот этот вот манометр, он показывает, какое давление у вас дома. Выставляться может любое давление. Вот эта штучка откручивается, и при помощи пластикового ключа крутится и выставляется давление. Значит, что важно знать? Что этот редуктор работает и в статике, и в динамике. То есть, когда вода закрыта, кран закрыт, он все равно работает, потому что более дешевые редукторы давления, они в статике не работают. Они работают только в динамике, когда открывается кран. Соответственно, если у вас в общедомовой системе давление 8 бар, то тогда, если у вас стоит более дешевый редуктор, он не защищает вашу гибкую подводку, краны от избыточного давления. Тогда смысл в нем теряется. Этот редуктор и работает и в статике, и в динамике. Обратный клапан нужен для того, чтобы поток не шел в другую сторону. Это может произойти по разным причинам. Например, китайские смесители, поломка, отсутствие обратного клапана в том месте, где он должен стоять. На самом деле не редкость, когда по стояку холодной воды идет горячая. У меня обратный клапан стоит в санузле после редуктора перед коллектором на холодную и горячую воду. Предпоследний элемент в моей системе — это коллектор. Коллектор тоже фар. В комплекте идут шильдики на горячую и холодную воду с вставками по названию потребителей. Очень удобно. Ничего не нужно подписывать. Разводка труб по квартире может быть двух типов. Это тройниковая, когда по одной ветке запитываются все потребители, и лучевая, через коллектор. Разводка через коллектор по всем пунктам лучше, кроме того, что нужно покупать коллекторы. Дальше после обратных клапанов идут коллекторы на холодное и горячее водоснабжение. Для чего они нужны? Во-первых, это прибавляет системе большую ремонтно-пригодность, то есть можно отключить какую-то ветку и, допустим, заменить кран. Все остальное будет работать. Второе. Коллектор позволяет уменьшить количество элементов стяжки. То есть, по сути дела, у нас будет здесь только один элемент прикручиваться к ветке и водорозетка. То есть в стяжке труба будет идти просто без каких-либо элементов. Дальше. Позволяет отрегулировать каждую ветку, отрегулировать воду в каждой ветке. Допустим, вы моетесь в душе, всем знакомо, наверное, когда моетесь в душе, где-то включается посудомоечная машина или кто-то открывает кран на кухне или смывает унитаз, пропадает холодная вода и вас окатывает кипятком или наоборот. Соответственно, при помощи коллектора это все можно отрегулировать, то есть таких вот перепадов не будет. Плюс ко всему, коллекторная разводка позволяет сделать систему более сбалансированной и улучшить ее работу. Соответственно, коллектор у меня стоит только в ванне и в туалете, потому что на кухне его делать нецелесообразно, там только одна точка. Коллектор фар считается одним из самых лучших на рынке. Надежная конструкция, многоуровневая система прокладок. Последний элемент системы — это гаситель гидроударов. Он должен стоять под каждым смесителем или в комплексе с коллекторной разводкой. В конце коллекторной разводки стоит гаситель гидроударов. Здесь он один, сразу на все ветки. На таких маленьких расстояниях он будет работать. Дальше идет обвязка на бойлер. Значит, какую допустил ошибку я? Я поставил вот этот вот гаситель гидроударов на удлинителе, потому что было удобно, чтобы нам было удобно монтировать. Так делать нельзя. Почему? Потому что в этом удлинителе образуется застойная зона. То есть там застаивается вода и могут образоваться бактерии. Соответственно, пришлось переделать, поменять крепление. А вот каким образом я установил гасители гидроударов на кухне. В конце всей системы под выходом на смеситель, по отдельности на холодную и горячую воду. Еще хочу обратить внимание на одну вещь. Это количество выходов к потребителям на холодную воду. У меня сделано 3 выхода. Первый под смеситель, второй под фильтр, третий под посудомоечную машину. Если вы сделаете один выход, то вам потом придется все подсоединять через тройники, а это не очень удобно. Что касается сборки, то в основном все собирается на столе. Между собой все детали садятся на лен и уплотнительную пасту.
Этому материалу я доверяю больше всего. Сборку вводного узла мне помогал делать сантехник. Вернее даже сказать, он делал, а я ему помогал. Работа сложная, я вводной узел ни разу не собирал, поэтому рисковать не стал. Тем более, что вода отключается по стоякам на определенное время. В нашем случае это было всего лишь 4 часа. За это время нужно поменять вводные краны и перепаять перемычку на полотенцесушитель. Саму сборку показываю в таймлапсе, потому что можно делать отдельный ролик на монтаж каждого элемента. Сначала устанавливается вводной кран, затем к нему подсоединяется сборная стойка из крана защиты от протечки, грязевого фильтра и счетчика воды. После устанавливается в собранном виде самопромывной фильтр и редуктор давления. Дальнейший монтаж труб и канализации я уже проводил сам. Сначала нужно собрать канализацию. В канализационной системе нужно сделать отвод под самопромывной фильтр. Поэтому просверливаю фальшстену и монтирую канализационную трубу. С обратной стороны под фильтр устанавливаю заглушку с двумя выходами под шланг. И подсоединяю шланги от самопромывного фильтра к канализации. Дальше монтирую канализацию под мойку. Ставлю КТР, чтобы зафиксировать уклон канализации. На кухне у меня получается 3 канализационных выхода. В следующем ролике расскажу зачем. Дальше начинаю монтировать трубы под мойку. На кухне будут трубы из полипропилена, они не замуровываются и будут в открытом доступе. В процессе монтажа все спаиваю и одеваю в теплоизоляцию. В процессе пайки нужно делать такие элементы, чтобы вы потом могли соединить все в одну конструкцию. Последние штрихи – выходы на холодную и горячую воду. В конце системы стоит гаситель гидроударов.
Этот этап работы сделан. Продолжение следует. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч!